Ребят, всем привет! Наконец-то удалось выбраться на рыбалку по первому льду. Ну, лед, сказать, уже не первый. Стоит он где-то недели 3. Просто не удавалось выбраться. На улице пока темно. Время 7 часов утра. Даже где-то 7:30. Сейчас пока на камеру будет плохо видно. Расставлюсь, а уже как маленько расцветет, буду снимать. Погнали! Не успел все жерлицы расставить, уже есть первая сработка. Сейчас посмотрим. Ну, пока не мотает. Леска натянута. Немножко подожду. Че, тоже хочешь на камеру посниматься? Подожду подольше, пускай лучше заглотит. Расставил уже 8 жерлиц. Еще парочку поставлю, думаю, будет нормально. И буду ловить на балансир. Также попробую окуня на мормышку. Чего? Замерз? О, пошла. Уйди. Есть. Что-то есть такое увесистое. Уйди. Походу сошла. Да. Сорвалась. Надо было подольше подождать. Но живец чуть-чуть покусанный. Живец такой здоровый. Ладно. Запускаю обратно. Может, еще раз подойдет. Насаживаю я под жабры. Использую металлические поводки. Так вот. К сожалению, первый сход. Хотя бы клюет. Живец, конечно, крупноват. Довольно так глубоко. Глубина где-то 1,3 метра. Раз, два, 3,5. Все. Ждем следующей поклевки. Сейчас покажу, как я ставлю жерлицы. Сначала проборим, поставлю это поближе к берегу. Немного снегу, чтобы не примерзло. Вот так вот. Теперь жерлица. Приобрел я в этом году новые жерлицы.
Вот такие вот. С таким вот креплением. Конечно, намного удобнее их вставлять, но тоже нужно дорабатывать. К примеру, у них идут флажки, вот такие синие тоже. Сюда нужно лучше проклеить горячим клеем, чтобы они не вылетали. И вставлять еще по поводу того, как их фиксировать. Тут вот есть небольшая такая бугорок, его нужно убирать. Потому что когда вставляешь, одну жерлицу я уже сломал. То есть на морозе пластик все равно дубеет. И из-за этого они просто отваливаются. Тут есть вот небольшое такое углубление для этого бугорка. Вставлять, конечно, тяжеловато. Опа, еще одна сломалась. Так что нужно дорабатывать жерлицы эти. Иначе они просто щелкают дуром. Так. Вот, к примеру, попалась жерлица, у которой тут просто пластик. Не доработали. Придется пластик срезать. На морозе он задубел вообще конкретно. Так вот. Теперь жерлицу. Как-то так. Но нужно дорабатывать, и то есть она маленько расходится, со временем будет лучше вставляться. А так, к примеру, в старых жерлицах с такой вот фиксацией не все друг к другу подходят. То есть некоторые не влазят, их нужно подрезать. А эти, то есть все стандартные. И флажок вставляется намного удобней. Единственное, вот это вот крепление, так сказать, подвело данную модель. Снасть идет грузила 7-граммовая, стопор силиконовый, поводок металлический и двойник 9 номера. Можно больше, меньше, конечно, не советую. А леска 0,30. Такая белая, прозрачная. Можно толще, меньше тоже хуже. К примеру, при вываживании будет просто резать руки. Опускаю на дно. Первый раз опускаю без живца. Раз, два, три. Делаю 3 либо 4 оборота. Опа. Флажок чуть побольше подогнуть. Первый раз без живца, а когда уже переставляю, можно и с живцом. Он не сильно влияет на точность составления глубины. Снимаю двойник. Сейчас буду насаживать под жабры. Живец вот такой карась. Так, и вот так вот насаживаю. Сейчас сниму перчатки, чтобы было лучше видно. Вот так вот. И двойничок. Вот так вот получается. И опускаем в лунку.
И все. Остается только ждать. Сейчас буду ставить старые жерлицы. В старых жерлицах есть минус, то есть не каждая катушка подходит к стойке. Вот не подходит. Не подходит. Оп, подошла. Так, не так. Вот так вот. И флажок. Так вот. Иногда бывает то, что флажок плохо фиксируется, и при поклевке он просто выстреливает и лежит рядом. Поэтому вот по сравнению с этими новые жерлицы, то есть там намного плотнее фиксируется. И тут, как я уже говорил, лучше проклеить клеем горячим. Пистолет такие есть, и вот им. А так жерлицы тоже отличные. Еще иногда оставлял на ночь, и сюда лучше, конечно, проклеить утеплителем такой, отражатель. И лунка будет меньше замерзать. Иногда, то есть, так примораживал, что леску, то есть, приходилось обрезать. Лед, то есть, никак не отобьешь. Так. Тоже поглубже. Раз, два, три, четыре. Поднимаю оливку где-то сантиметров на 10-20, то есть в зависимости от глубины. Если глубоко, можно и больше поднять, сантиметров на 30. Тогда у живца, то есть, больше будет маневров. Не сильно он его будет груз держать. Если же мелко, то сантиметров 10 вполне хватает. Можно 5 даже. Насаживаю под жабры. Вот так вот. Карабин с поводков я все снял. Вот так вот получается. К сожалению, камера без экрана, поэтому не всегда видно, что снимаю. Поэтому получается в некоторых видео то, что камера уходит в сторону. Вот так вот, пока тишина. Одна сработка и сход. Нужно было подольше подождать. Коряк тут нету. Есть тут у берега, вот где-то в этом районе есть культиватор на дне. То есть летом всегда цеплял его кормушками. Там кабина у плотины. И в той стороне, ближе к хвосту, комбайн. Точнее, корпус от комбайна. Он стоит уже давно. Где-то, наверное, больше 20 лет. Там в основном держится окунь и плотва. Сегодня там попробую половить. Сейчас поставлю еще одну жерлицу. И буду ловить на балансир. Такой вот классный рассвет. Конечно, щука клюет лучше в пасмурную погоду. А сейчас ясно. Но передавали, то есть пасмурно, немного снежок. Возможно, ближе к обеду расклюется. А сейчас пока тишина. Еще есть такой минус вот у старых
жерлиц. То, что тут идет вот болт. И из-за этого иногда сюда попадает вода и то есть сильно промерзает. У новых жерлиц тут все равно место побольше. Конечно, есть тоже минус. Если сильно щуку дернуть, то леска может... Катушка просто задребезжит. И леска спадет и запутается об стойку. Здесь все поплотней, но, как видно, сматывается плохо. Вот так вот. Приходится помогать. Раз, два, три, четыре. Так вот. Поднимаю стопор сантиметров на 20-25 и живца ставим. Двойники заказывал я с Алиэкспресса. Ссылку я на них оставлю. Заказывал где-то 240 рублей они были за 50 штук. Пришли, только один там был косячный. Был сильно разогнут. Кстати, они не сильно ржавеют. То есть можно использовать несколько рыбалок. Сейчас они стоят уже где-то рублей 400. Но качество у них, то есть, отличное. Это выходит где-то в районе 8 рублей за крючок. Номер я уже не помню, какой там брал точно. Но снизу, где ссылка, отмечу. То есть в заказе у меня написано. Такие вот двойники. Использовал раньше тройники, но с ними щука все равно засекается похуже. Одинарные точно использовать даже пробовать не буду. Потому что это ерунда, если честно, я считаю, одинарные крючки. Их можно использовать, к примеру, если ловить на лима. А на щуку все равно как минимум нужен двойник. Толстый. Здесь вот видно. Старые лунки. Кстати, лунка здоровенная. Бур, походу, либо 180, либо 200. Да, кто-то тут серьезными аппаратами пользовался. Ну, 130, к примеру, вполне хватает для щуки. Основной такой рыбы. Такие большие буры в основном покупают, если ловить леща. Либо очень крупную щуку от 5 килограмм. Есть сработка. Запись пошла. Кстати, сработала опять на ту же, где до этого была поклевка. Так, на этот раз я подожду подольше. Что долго она его грызет. Если грызет. Леска примерзла. Сейчас придется пройти все жерлицы, пробить лед. Возможно, леска примерзла и не дает сработать. Нет, что-то есть, как тяжеловато. Пока оставлю вот эти жерлицы соседние. Ослаблю лед, пробью. Живец как-то тяжеловато идет. Возможно, в траве.
И лески что-то много очень. Вот так вот была сработка. Сбила живца. Но леска так как примерзла. Ничего. Рыба сошла. Придется немножко флажок сейчас разогнуть, чтобы более чувствительный был. Возможно, были прокрутки. В леске смотало очень много. На той жерлице пока не мотает. Возможно, тоже просто сбил живца. И судя по тому, как леска была натянута, то поклевка была в сторону берега. Завела ближе к берегу. Так вот. Раз, два, три, четыре. Чуть ослаблю. Флажок. Теперь осталось вести живца. Живец замерзает практически в руках прям. Если так считать, то это уже третья сработка, пока по нулям. Но завел он в траву, листья, кусты. Здесь еще раз пройдет. Так, на той жерлице не мотает, но значит просто сбил. Сейчас придется пройти все жерлицы, посмотреть. Что-то есть, но походу живец. Да, живец. Причем целый. Возможно, сам сбил. Такой тяжеленький. Раз, два, три, четыре. Тут звонит, отвлекает. Есть поклевка. Мотает очень сильно. Вот так вот. Придется подсекать, так как леска сейчас кончится. Леска кончилась. Что-то слабо идет. И снова опять направление к берегу. Нет. Карась целый. Причем даже следов нету. Но он явно так не мог мотать. Причем всю леску. Да, странно. Сейчас попробую здесь на балансир половить.
Так, вот так. Раз, два, три, четыре. Чуть повыше поднимем, так как карась, когда опускаешь живцом, он все равно немного в сторону уводит, поэтому нужно повыше поднимать. Чуть-чуть. Наоборот, на полоборота. Так. Сейчас сюда попробую где-нибудь в этом районе на балансир покидать. Ну так уже была поклевка на эту. Вот жерлица, как сказать, вдоль берега у плотины. Если что-то будет еще поклевка, то жерлицу сюда переставлю. Перевязал снасть. Поставил вот такой вот балансир. Уже немного ободранный, китайский. Хвост тоже клееный. Надеюсь, не оторву. Хотя еще запасные есть. Есть поклевка. Только хотел закидывать удочку. И за спиной сработка. Опять смотала всю леску. Опа, есть. Есть что-то такое приличие. Опа. Выплюнула. Да что такое? Смотала всю леску. И лески намотаны по 15 метров. Все равно много. И живца нету. Ну такой сильный был удар. Есть поклевка. Леска перепуталась. Хотя нет. Потихоньку сматывает. Так, запись идет. Вторая поклевка. На эту же сам первый была на нее. То есть щука, похоже, стоит на месте. Подожду подольше. Запас лески есть. Пускай получше заглотит. Хватит ждать. Что-то есть, но небольшое. Небольшое, потому что живец. Опять здоровый, весь погрызенный. Да, походу мелкая щука. Просто не может его заглотить. Сейчас его заменю. Так вот. Этого отпущу. Придется поменять. Поставлю помельче. Насажу тоже за спину. Возможно, в этот раз засекется. Ну, к примеру, летом я всегда под жабры насаживаю. За спину пробую, сходов много. Либо сбивает, а под жабры практически сходов нету. Очень редко. Зимой, возможно, все наоборот. И поводки. Я поставил металлический, до этого ловил без поводков. Леска 0,30, я ставил ее сдвоенной. Но пару раз срезала. И после этого я поставил опять металлические. Остается ждать, пока тишина. На балансир тоже нет поклевок, хотя я проверил только одну лунку. Если уж не поймаю рыбу, то зато накормлю ее.
сходы и сбивать живца. Причем насаживаю через жабры, не должно так сбивать. И леску сматывать всю. Раньше редко такое, то есть на ночь оставляю, утром приходишь, леска смотана. А чтобы так вот сразу резко сматывало, редко, очень редко. Время 10 часов. Было 5 поклевок. И все впустую. Надеюсь, где-нибудь к обеду ближе еще будет выход. Время 11 часов. Если поклевок не будет, то пойду ближе к обеду переставлю. На те, на которые были поклевки, я их оставлю. А другие переставлю. Ну и проверить нужно. Потому что, возможно, они опять так же мерзли. Опа, что-то есть. Окунек. Такой вот окунек. Живцовый. Такого отпустим. Живца тут лучше идет плотва. Хотя, если еще такой попадется, можно попробовать. Удобно сел. Опять. В общем, таких вот матросиков можно ловить, наверное, весь день. Этого одного попробую на живца. Как раз когда менять буду, попробую. Но все равно карась как в полусонном состоянии. Наверное, все равно получше будет. На жерлице часов где-то с 11 вообще перестал клевать. Переставил. И вот сейчас сижу, чтобы не скучно было, хотя бы окунька беленького половить до живца. Может, к вечеру будет еще выход. Так было 5 поклевок. Опа, что-то есть. Опять окунек. Вот такой вот матрос. Крупнее почему-то нету. Ладно, буду ждать. Остался один вот такой вот, так сказать, трофей на сегодня. Такого возьму хотя бы кошки. И, кстати, берет прям глубина здесь 1,2-3 метра. Где-то, наверное, 2,5 метра. Вот так. А клюет прям подо льдом. На дне нету. В полводы немного поклевывает, но в основном подо льдом. Че, есть что-нибудь? Что-нибудь. Окунек, серьезно.
Там клюет он. Один только вот большой, остальные все маленькие. Ну вот, и у меня еще тут. И клюет где-то метр подо льдом. А, наверху стоит. Ага. Мелкий. Произошла сработка. Где-то в течение 2 часов вообще ничего не клевало. Кстати, вон еще сработка одна. Так, пойдем сначала ту проверим. Практически сразу 2 сработки, но вот эта первая, она, то есть, мне кажется, просто сбила, потому что не мотала. Стрельнул практически при мне. От этого вот недавно. Ладно, нечего ждать. Смотреть. Нет, пусто. К сожалению, пусто. Живец чуть-чуть сверху покусанный. Даже похоже на окуня. Вот это сработало давно, но тоже почему-то не мотает. Нет. Либо окунь, либо мелкая щука просто сбивает и все. Карась целый. Раз, два, три, 4. Повыше поднимем. Делал я еще с полчаса. Ни одной поклевки больше не было. К вечеру стал подмораживать. Жерлицы уже так конкретно вмерзли. Ходил их, еще раз прочищал. Ну, наверное, буду собираться. Поклевки были. То есть рыба есть, как говорится. Ее надо уметь ловить. Жерлицы по-любому дорабатывать буду. Скорее всего, сниму металлические поводки. Поставлю из флюорокарбона. Либо из двойной лески основной 0,30, либо потолще куплю 0,35. Скорее всего, при поклевках он чует данный поводок, щука, и просто выплевывает живца. Где-то было около 6 поклевок, и все впустую. Ни разу даже не засеклась. И еще хочу данный жерлиц сюда вклеить утеплитель, чтобы так сильно не замерзало. Морозы будут куда сильнее. Леска просто мерзает. Поклевка есть, живца сбивает. А флажок остается, катушка на месте. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!